Приветствую вас, коллеги, меня зовут Дмитрий Волков, и я руковожу отделом продуктового дизайна. Так получилось, что некоторые видео не заходят на широкую аудиторию, ведь в них я ругаюсь непонятными словами. Поэтому кратенько сегодня расскажу вам о том, как с легкостью презентовать заказчику и передать в разработку ваш дизайн. Дизайнеры-лентяи мне сразу же поставят дизлайк из-за того, что нужно будет каждый раз делать несколько лишних кликов. Ну и пусть ставят. Ценители оценят правильно. Давайте начнем с проблемы. Горе-дизайнеры, преисполнившись темной стороны силы, вываливают на бедных заказчиков и не менее бедных разработчиков наборы интерфейсов. Эти наборы представляют из себя мешанину экранов старых и новых версий. И вообще непонятно, где что смотреть и где что использовать. Приходится идти на поклон к богу дизайна, сотворившее сие чудо. О, великий Бог, дай нам калечным и юродивым объяснение своего божественного послания. А не дашь, мы перестанем приносить дары на твой алтарь, и тебе будет нечего кушать. Шутки шутками, но если не организовать правильную презентацию и передачу макетов, то придется тебе, мой дорогой дизайнер, постоянно отвлекаться на частые вопросы по твоей работе. Также эта методика, о которой мы сегодня говорим, поможет собрать мысли в кучку и не наломать дров. Рекомендую поставить видео на паузу и посмотреть другое мое видео под названием User Story и Use Case. Что, как, почему. Если вы выдержали это долгое вступление, то перейдем непосредственно к теме. К вам задачи могут поступать разной степени подробности, но чаще всего в виде некого описания. Если у вас есть бизнес-аналитики, которые подробно расписывают все детали задачи, то ставьте на себе крест, как на дизайнерах продукта, потому что думают они, а не вы. Итак, давайте поговорим на примере несуществующей задачи. К нам обратился заказчик, который хочет продавать бананы с кокосами. Мы идем в Figma файл и пишем название задачи. Проект «Покупка бананов с кокосами». Из всего описания нам дали следующее. У нас есть бананы с кокосами, и мы хотим их продавать в интернете. Небольшое и не детальное. Согласны? Но для опытного дизайнера продукта этого уже достаточно. Достаточно для того, чтобы написать массу пользовательских историй, так сказать, расширить задачу и формализировать ее. Первая пользовательская история звучит просто. Я, как покупатель, хочу иметь возможность ознакомиться с описанием товара для того, чтобы принять решение о покупке. Таких пользовательских историй я написал несколько. Можете их сами зачитать. Мы же образованные люди, мы знаем буквы. И даже, не побоюсь этого слова, можем складывать их в слова. Вы должны запомнить одно. Пользовательские истории должны быть согласованы с заказчиком и разработчиками, чтобы все понимали, о чем идет речь, и впоследствии не задавали лишних вопросов. Итак, в нашем файле Figma появился блок с описанием. Он рассказывает всем его читающим название задачи, которую мы решаем, описание задачи, полученные на входе, и пользовательские истории, с помощью закрытия которых мы будем решать основную задачу. Далее переходим к разделу «Дизайн». Я пометил раздел крупным текстом. Вы можете использовать секции Figma. Чтобы показать, как надо делать, я не умирал, чтобы представить вам дизайн красоты неописуемой. Красота неописуемая за деньги, а стою я очень дорого. В раздел «Дизайн» вытаскиваем первую пользовательскую историю. Напомню, как она звучит. Я, как покупатель, хочу иметь возможность ознакомиться с описанием товара для того, чтобы принять решение о покупке. Логично, что если это каталог, то можно создать карточку товара для списка. Если это страница товара, то оформляется наполненная страница товара, где очень много информации. Я пошел от каталога, чтобы не тратить массу времени на создание страниц товара. У любого товара есть обязательные атрибуты, такие как картинка, название, цена, описание и возможность его выделения.
например, бейджиком HIT. При их наличии пользовательская история закрыта, поэтому переходим к следующей пользовательской истории. Я как покупатель хочу иметь возможность добавить товар в корзину для того, чтобы его купить. Чтобы ее закрыть, нам нужна кнопка добавления товара в корзину. Она есть в нашей карточке, но одной кнопки недостаточно. Поэтому мы добавляем состояние наведения на кнопку и отрисовываем состояние, что произойдет по нажатию на кнопку. Чтобы ее закрыть, нам нужна кнопка добавления товара в корзину. Она есть в нашей карточке, но одной кнопки недостаточно. Поэтому мы добавляем состояние наведения на кнопку и отрисовываем состояние, что произойдет по нажатию на кнопку. После нажатия на кнопку она изменится на кнопку добавления дополнительной единицы товара. И в шапке магазина у нас появляется счетчик товара в корзине. На примере вы видите, что все эти клики и состояния нарисованы в виде взаимосвязи экранов и состояний. Я связал все стрелками и еще подписал их. Про плагин, который мне помогает с этим, смотрите в конце видео. Если убрать эти стрелки, надписи и отдать это разработчикам, велика вероятность, что они что-то не заметят и не так поймут. Для закрытия остальных пользовательских историй делается то же самое. Достаем пользовательскую историю из описания и отрисовываем макет для ее закрытия. В итоге у вас получается пользовательский путь, по которому будет двигаться пользователь, и самое главное, будет понятно и заказчику, и разработчику, как решена задача. Вы подготовили файл, как я вам советовал, и пошли к заказчику. И начинайте свою презентацию не с демонстрации решения, а с входных данных, дабы напомнить ему, какие договоренности были при постановке задачи. А то прошло месяца 3 с момента начала вами работ, и память у участников процесса ослабла, а у некоторых началась деменция. Поэтому напомнили о вводных и уже далее пошли по дизайну и пользовательским историям. Но существует проблемка. Если при демонстрации всплыли до этого неведомые подробности, то ваша красивая схема может нарушиться. Стрелочки придется удалять и рисовать новые. Согласитесь, что это удар по почкам лентяям. Но не спешите плакать. Есть плагин, который спасет ваши натруженные пальчики. Плагин называется AutoFlow и легко ищется в плагинах Figma. При запуске плагина у нас есть возможность выбрать дизайн и цвета стрелок. Отключить его, не закрывая. Чтобы он сработал, вы сначала выбираете стартовый объект. Это может быть фрейм или любой элемент Figma. Нажимаете Shift и кликаете на объект, куда должна прийти стрелка. Стрелка появилась, а значит можно добавить описание, что происходит на этом пути. Связали и описали несколько объектов, отключите плагин и продолжайте работать. Скажу вам по секрету, что если дизайнер, который хочет попасть ко мне в команду, демонстрирует мне кашу в своем проекте, то велика вероятность идти искать работу дальше. На этом все. Надеюсь, я помог вам облегчить жизнь продуктового дизайнера. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и ставьте лайки. До скорых встреч!